Всем привет! Меня зовут Ольга, и вы на канале Красота и Бисер. Сегодня я вам предлагаю колье «Нежность». Хорошо ложится плетение в этом колье. Оригинально вокруг волнообразной веточки серебристой ложатся цветочки. Цветочки можно сделать любого цвета, который подходит под ваш наряд или под ваш вкус. Я сделала такие вот малиновые или темно-розовые. Хорошо смотрится кулончик. Смотрите, как подвеска сочетается и завершает это колье, дополняя его. Бусина в середине оформлена таким же плетением, как само колье. Поэтому смотрится неразрывно и эффектно. Если вам нравится, присоединяйтесь, и мы его выполним. Понадобится бисер 3 цветов. Я взяла зеленый, серебристый и темно-розовый. И первую часть, как видите, я сплела от застежки до середины. И на второй покажу, как оно выполняется. Плетем в одну иглу, у меня номер 12, и мононить. На иглу одеваем 2 зеленые бисеринки. Проводим их на конец ниточки. Оставляем 15-20 сантиметров, чтобы потом прикрепить застежку. И иглой проходим зеленую бисеринку. Игла по направлению конца нити. Вот так. Набираем 5 серебристых бисерин и 2 зелененькие. Проводим к нашим первым 2 бисеринам и возвращаемся иголочкой в зеленую, которая возле серебристой, игла по направлению к серебристым бисеринам. Вот так. Набираем снова 5 серебристых бисерин и 2 зеленых. И снова проходим в зеленую бисеринку. Игла по направлению к серебристым бисеринам во вторую зеленую, то есть она будет первой набранной. Так, у нас вырисовывается зигзаг. Итак, 5 серебристых и 2 зеленых будем набирать весь ряд, всю цепочку и делать зигзагообразное плетение. И потом будем вставлять цветочки. И вот так плетем нужное нам количество зигзагов. Я проплела нужную мне длину. Я посчитала по первой стороне, что у меня 20 зеленых вершинок вверху. И здесь также я сделала 20. И обратите внимание, вот у нас заканчивается цветочком внизу. Поэтому закончить нужно вершинкой, чтобы было так же. И следующий цветочек мы тоже будем делать внизу. То есть от середины у нас идут симметричные стороны. Поэтому, чтобы перейти к цветочку внизу, вот ниточка выходит из зеленой бисеринки. Проходим в первую серебристую бисерину. Набираем 1 зеленую, 4 розовых и 1 серебристую. Проводим иголочку в первую розовую после зеленой. Вот так. Подтягиваем, и у нас образовывается половинка цветочка. Теперь набираем 3 розовых
и проводим иголочку в четвертую, если считать по набору, бисеринку перед серебристой. Вот так. По схеме в этом цветочке 7 лепестков. Теперь берем одну зеленую бисеринку и проводим иголочку в соседнюю веточку. Одну серебристую пропускаем. Вот вторая, третья и четвертая. То есть из 5 в 3 средних. Снова набираем одну зеленую бисеринку, 4 розовых и одну серебристую. Также проходим первую розовую после зеленой. Набираем 3 розовых и проходим первую розовую возле серебристой. То есть замыкаем этот цветочек. Набираем одну зеленую бисеринку и также проходим средние 3 соседней уже веточки. Вот так. И прикрепляем новый цветочек. Теперь снова набираем зеленую, 4 розовых, серебристую. Проходим, закрываем половинку цветочка и потом 3 бисеринки и новый цветочек. И так чередуем цветочки вверх-вниз до конца нашей набранной зигзагообразной цепочки. И вот я подошла к завершению второй стороны. У меня закончилась ниточка. Я на нить, которую мы оставляли в начале 15-20 сантиметров, одела иглу. Берем 5 серебряных бисерин, карабинчик с колечком и проходим 5 серебристых бисерин последней веточки. Вот так. И делаем красивую петельку. Она получается как листочек. И сейчас я пройду еще один раз по ней, выйду в предпоследнюю бисеринку и продолжу заканчивать эту веточку, делать цветочки. Две стороны колье у нас готовы и обработаны цветочками. Теперь можно эти стороны соединить вместе. Для этого я взяла бусину 10 миллиметров и обработала ее цветочками с 4 сторон и соединила их серебристыми колечками. И 2 бусинки взяла 8 миллиметров. Они разноцветные, вот такие вот, подходят под цвета. Остались у меня от колье сказка. Керамические бусинки. Беру ниточку сантиметров 40 и на оба конца одеваю иглы. На одну иголочку одеваем одну зеленую бисеринку и каждой иглой проходим сверху вниз в 2 зеленые бисеринки каждой стороны. Одной иголочкой и также второй. Подтягиваем ниточки, чтобы у нас бисеринка, которую мы набрали для соединения 2 сторон, была посередине этой нити. И теперь перекрещиваем иголочки, то есть правой иглой проходим в 5 бисерин серебристых с левой стороны.
а левой иголочкой наоборот проходим в 5 серебристых бисерин правой стороны. И теперь снова меняем иголочки. Правой проходим в 2 зеленые бисеринки левой стороны. А правой иголочкой в 2 зеленые бисеринки, то есть с левой в правую наоборот. В одну прошла и во вторую. Так, подтягиваем, и у нас две стороны соединены. Теперь берем зеленую бисеринку на одну иголочку и в нее же проходим второй иглой, то есть одновременно проходим через зеленую бисеринку. Берем на иголочку одну серебристую бисеринку и одеваем бусина 8 миллиметров, бусина 10 миллиметров с цветочками и бусина 8 миллиметров. Серебристая бисеринка, и возвращаемся назад этой иголочкой в набор. Бисеринка оставляем, а возвращаемся бусина, цветочная бусина и возвращаемся в серебристую, которая перед бусиной. Вот так потянули, и у нас получился красивый кулончик. Второй иглой проходим этот же набор, повторно закрепляя его. Подтянули, и у нас две иголочки выходят из серебристой бисеринки. И теперь проходим, можно было одновременно сразу, но я отдельно, чтобы было понятно. В зеленую, в которую мы проводили две иглы одновременно. И теперь каждой иглой идем по своей стороне. Вот я прохожу в две зеленые, потом пройду в цветочек и завяжу узелок и обрежу ниточку. И также второй. И красивый получился у нас кулончик или подвеска для этого колеи. Если вам интересно, я покажу, как я делала эту подвеску. Может, кто не делал, а может, понравится, как делала я. Для цветочной бусины берем бусину 10 миллиметров и на нить 1,5 метра с иглой набираем 16 бисерин. Оставляем кончик сантиметров 15, чтобы можно было одеть иглу и потом спрятать эту нить. Замыкаем в колечко наши 16 бисерин. Я провожу иглу в несколько бисерин вперед. Набираем, как и в колье, 2 зеленые бисеринки и проводим иголочку в зеленую по направлению к серебристым. Набираем 4 розовых бисерины и 1 серебристую и проводим иглу в первую розовую. Вот так. Подтягиваем и замыкаем половину цветочка. В этом цветочке будет 8 лепестков. Для того, чтобы он был ровненький, нам в бусине нужно 8. Значит, берем снова 4 розовых бисерины и проводим иглу в первую после серебристой. И у нас получился первый цветочек. Проходим оставшиеся бисеринки, вот розовые, и проходим дальше
серебристую бисерину. Вот между ними у нас, я специально не стягивала, делали зеленую. И дальше проходим в 4 бисеринки, вот так. Дальше мы снова также делаем 2 зеленые бисеринки и цветочек из 8 лепестков. И через каждых 4 бисерины, у нас 16 их, мы делаем цветочек с лепестком. Когда сделаны 4 цветочка, вот ниточка из последнего выходит, мы проходим иголочкой по всем 16 бисеринам и делаем еще один круг, закрепляя, чтобы он был плотнее. Проходим теперь 4 лепесточка цветка и набираем 4 серебристых бисерины. 4. То есть делаем второй круг, чтобы эти цветы у нас соединились. Дальше подходим к следующему цветочку. Так как у нас цветочек был сделан не из какой бусины, а просто между ними, значит мы теперь просто 4 и 4 и посередине захватываем эту леску. Чтобы захватился этот цветочек. Раз и второй раз. Снова набираем 4 серебристых бисеринки и захватываем следующий цветочек посередине. Один раз и второй, чтобы он не двигался. Так закрепляем и делаем по 4 между цветочками серебристых бисеринки, чтобы у нас было 16. И вот последние 4 серебристых бисеринки, и мы проходим теперь в одну из 4 серебристых бисеринок этого ряда. Теперь мы вставляем бусинку для того, чтобы стянуть, и она здесь хорошо держалась. И теперь из этой бисерины, из серебристой, делаем зелененький лепесточек. Хорошо подтягиваем и идем дальше по кругу, стягивая его и делая зеленые веточки. Вот 3 я прошла, и 4-я следующая закроет этот пробел, стянет, и будет равномерный цельный круг. Хорошо подтягиваете ниточку, стягиваете, и можно пройти в любую бисеринку, завязать узелочек, и бусинка с цветочками будет готова, ниточки можно обрезать. Если в процессе работы у вас сдвинулось отверстие, просто аккуратно его поправьте, и все будет хорошо. Вместо зеленых веточек можно сделать по 3 зеленых бисеринки, будет как бы листочек. Это уже на ваше усмотрение. Удобство этой бусины в том, что если вы выберете любой цвет, вы можете подобрать для бусины такой же бисер, как и в самом колье. Если вам понравилось видео, подписывайтесь, кто не подписан. Благодарна буду, если поддержите меня лайком. И до встречи в новом видео.